Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Чуть ли не все истории о бредовых тюремных обычаях, прописках, идиотских загадках про два стула и так далее – это истории с малолетки. На обычной зоне странных традиций, конечно, тоже хватает, но такой дичи, как на малолетке, не встретить больше нигде. У сидельцев воспитательной колонии, а именно так называется колония для несовершеннолетних, нет ни жизненного опыта, ни образования, ни зачастую интеллекта. И эти люди, в которых юношеский максимализм, помноженный на тюремную романтику, смешивается с бурлящими гормонами, начинают выдумывать какие-то свои, нередко максимально дебильные, законы и понятия. Что из этого получается, догадаться нетрудно даже непосвященному человеку. Но если в это окунуться и разобраться, даже в страшном сне не привидится вся эта мешанина из правил, которая приводит к истязательствам, пыткам, насилию, заставляя всех воспитанников колонии жить в состоянии постоянного стресса, полного контроля за своими словами и действиями, боясь отступиться и навсегда сломать себе жизнь. Только по официальной статистике в некоторых регионах доля опущенных заключенных в колонии для несовершеннолетних превышает 20%. У подростков на малолетке вырабатывается звериная жестокость. Все кроется в психологических особенностях подросткового возраста. Это неуверенность в себе и, как следствие, постоянная необходимость самоутверждаться. В этой среде никому не получается абстрагироваться, быть самому по себе. Такого человека начнут провоцировать, вызывать на конфликт, цепляться, мериться силами, стараться унизить и подчинить себе. Все эти действия не преследуют какой-либо цели и делаются из чистого энтузиазма. На этом фоне бездействие администрации колонии больше похоже на соучастие. Именно с их молчаливого одобрения и происходит большинство преступлений против личности в колонии. Итак, с чего начинается отсидка на малолетке? Прибывает этап. Новеньких помещают в отдельный изолированный барак, карантин. Все строятся в коридоре. В коптерке сотрудники проводят обыск. Присутствуют банщик, санитар и завхоз карантина. Троица высматривает и отбирает у прибывших хорошие вещи. После – баня, медицинский осмотр и анализы. Карантин продолжается 14 дней. Завхоз учит всех маршировать строем с песней, заставляет наизусть выучить правила поведения. Вызывает осужденных по одному на беседу. Начинает издалека. Чем на воле занимался, за какие преступления сел, за все ли ответил. Потом, если видит слабину, заставляет рассказать о совершенных ранее правонарушениях. Побоями выбивает признание и вынуждает силой писать явки с повинной. В колонию попадают пацаны с 14-летнего возраста, а активисты сидят там до 20. Представьте, как здоровый завхоз прессует мальчишек. Некоторые не выдерживают, колятся и пишут расклады на себя и подельников. Потом их увозят обратно в СИЗО на раскрутку. Возвращаются они с дополнительными сроками. Несовершеннолетних запрещено вербовать, привлекать в качестве стукачей. Но зоновские опера постоянно нарушают эти правила. Впрочем, официально на них работают только оставленные после 18-летия помощники администрации. Сотрудники угнетают и запугивают осужденных руками таких же зэков. С новичками беседует воспитатель, сотрудник. Спрашивают о профессиях, где хочешь работать. Выбирать по сути не из чего. Весь труд тяжелый и низкооплачиваемый. В отрядах по 200 человек. Каждая бригада, 25 человек, живет в отдельной спальной секции. Бригадир указывает спальное место. На первых порах новичка закрепят за опытным зэком, чтобы он объяснил нравы и обычаи колонии. В отряде всем заправляют завхоз, бригадиры и прочие активисты. Они следят за порядком, щемят неугодных администрации и лично им. Отнимают посылки и передачи, оставшиеся хорошие вещи. Распорядок дня таков. В 6:30 подъем, физзарядка, по очереди уборка. Санитар проверяет чистоту полов. Берет любую подушку, проводит по линолеуму. Если грязная, изобьет душкой от кровати. Дальше зэки моются сами. Заправляют идеально одинаково постели. Больше до отбоя в спальную секцию не войти. В 8 часов проверка. Она проводится каждые 2 часа. Строем следует на завтрак. В столовой встают у своих столов. Воспитатель командует сесть, приступить к раздаче и приему пищи. Своим подхалимам дает лишнюю пайку хлеба. Кормят, конечно же, плохо. Активисты почти не едят, пьют чай. Они отнимают передачи и сытно питаются в отряде. Воспитатель ориентируется по ним. Командует сдать посуду. Многие не успевают доесть свои пайки, хотя порции маленькие. Продукты питания некачественные. Правда, когда приезжает прокурор или комиссия, для показухи кормят, конечно же, хорошо. Отпускают всех из карцеров, у нас, мол, нарушителей нет. Жаловаться проверяющим боятся. Они уедут, а заявитель останется.
После завтрака выход на работу, на промзону. В 14 часов съем с работы, обед. Потом школа до 17:30. Строем идут в отряд. Сидят в ПВР. Комната политико-воспитательной работы. В 19 часов ужин, потом лекция. В 21:00 просмотр программы «Время». Потом прогулка строем с песнями, дальше уборка, подготовка ко сну. В 23:30 отбой. За целый день свободного времени почти нет. К вечеру малолетки очень устают. От такой жизни дуреешь, постоянно тянет спать. Но если днем тебе сделали замечание, плохо работал, учился, плохо себя вел, то не уснешь. Активисты сильно изобьют. Таким способом поддерживается дисциплина. Администрация это поощряет. Стукачи за лишнюю пайку стараются. А когда нарушений нет, иногда они даже придумывают их. Скажут, что у тебя был конфликт или что плохо трудился. И ничего не докажешь. Будут бить. Отомстить нельзя. Посадят в карцер. Или если тронул активиста, добавят срок. Сильно наказывают за свежие наколки. Нередко заставляют выжигать их марганцовкой. Однако даже при такой тяжелой жизни арестанты добавляют себе трудностей выдумыванием нелепых обычаев и традиций. Зэки постоянно живут в напряжении, ведь в любой момент могут опустить. Сейчас этот маразм постепенно сходит на нет, но раньше на малолетке было так много мастей, что невольно удивляешься, как малолетка, который в школе дважды два не мог выучить, умудрялся все их запомнить. Каждый зэк знал свое место. Подняться в высшую касту можно было только из первых 4. Блатные, приблотненные, третий стол, пацаны. Низших же каст было какое-то просто неимоверное количество. Форшмаки, черти, нехватчики, прачки, шныри, козлы, маслобойщики, петухи. В каждой колонии для несовершеннолетних на счет каст были свои названия и порядки. А опуститься мог каждый и в любой момент. Как и на взрослой зоне, на малолетке западло делать многие вещи. Например, сходил в туалет и не помыл руки. Докурил после низшей масти и стал сам такой. Нельзя поднимать упавшие предметы, особенно зубную щетку, сигареты, в бане мыло. Но на малолетке таких вещей намного больше. И большая часть из них – это ничем не объяснимый бред сумасшедшего. В каких-то зонах нормальным зэкам было западло есть черный чай с хлебом, и тем более в сухомятку. Где-то можно было опуститься, если заштопаешь сам себе носки. Опустить мог воспитатель за нарушение дисциплины, переложить с приличного спального места к чертям. Могли опустить, банально придравшись к словам. На многих зонах в бане мылись 2 мочалками, одна до пояса, другая ниже. До сих пор во многих колониях нельзя ошибиться и назвать вафельное полотенце вафельным. Вафел – это тот, кто делает минет. Надо говорить полотенце в клеточку. Даже во сне нельзя было расслабиться. Опустишь руку с кровати ниже локтя, окрестят чертилой. В наше время маразма, конечно же, стало намного меньше. Но совсем недавно идиотизм доходил до крайностей. Например, в 70-е годы можно было встретить такую лютую шизофрению, как одевание на голову полных баланды мисок, когда над тюрьмой пролетал самолет. До 1991 года заключенные отрицательно относились к советской власти. Комсомолец, коммунист среди зэков означали ругательство. Власть была красная, и малолетки не признавали этот цвет. Нельзя было курить приму, потому что пачка красная. Даже если мать на свидание приезжала в красной кофте, сын отказывался от встречи. Потом, конечно, переживал, но вида не показывал. Эти понятия исчезли после смены режима в стране. Кое-где у несовершеннолетних еще в ходу нелепые обычаи, касающиеся некоторых предметов, особенно еды. Например, в некоторых колониях малолетки не едят ячневую кашу. Сечка считается петушиной пищей. И не употребляют капусту. Капуста, по их мнению, козлиная пища. Даже существует целый шуточный стишок на эту тему. Сало масло западло, колбаса на член похожа, сыр мандятиной воняет, курицу петух топтал. Хлеб растили коммунисты, по картошке мент топтался, воду рыбы обоссали. И так далее. Такие одностишия есть почти на все продукты питания. И ведь нашелся же ироничный и здравомыслящий малолетка, который эту глупость обстебал. Тяжелее всех приходится тем, кто принадлежит к низшим кастам. Все, кто ниже пацанов, опущенные. Тронь их и побегут жаловаться. Даже в штаб, минуя активистов своего отряда. Это только пацаны, чтобы не прослыть ломовыми и не потерять лицо, терпят издевательства. Низшим же кастам терять нечего, поэтому с ними опасаются связываться именно из-за их мстительности. Например, блатной, обидев такого вечера, может проснуться утром в обнимку с прокачкой, вантузом для пробивки унитазов. Этого достаточно для перевода в обиженку. Или кинут половой тряпкой в лицо. Естественно, такое не касается активистов. Строптивых, покусившихся на авторитет актива, изобьют и могут макнуть головой в унитаз.
Из-за таких порядков весь спецконтингент постоянно живет в напряжении. Малолетки зарабатывают неврозы и психозы. Странно одно, зоны для несовершеннолетних называются воспитательными колониями. Неужели кто-то всерьез, при таких условиях существования, надеется, что это способствует их перевоспитанию? Решающим голосом в хате на малолетке обладает старик, то есть находящийся здесь на данный момент дольше всех. Понятно, что такой человек относится к числу достойных. Всех заезжающих в хату и проявляющих себя как законченный тупица, трус, подлец, предатель, гомосексуалист и так далее, из хаты ломят. Обычно воспитатель, офицер, надзирающий за порядком у малолеток, осуществляет подобный перевод без лишних противлений. Иначе последствия могут быть нехорошими. Бокопор едет в другую камеру, уже менее путевую, а то и сразу в гарем. Место, куда собираются все обиженные, петухи. Конечно, случается на малолетке и беспредел. Случаи грубейшего нарушения главных принципов арестантской жизни. Среди малышей это явление обычно встречается в виде наглого отбирания продуктов, сигарет, денег, вещей, насильного принуждения к исполнению обязанностей коня, то есть собственного слуги, беспричинных побоев и, как самого худшего, что может произойти, опускания. Для того, чтобы опустить, совсем не обязательно вступать с пострадавшим в половую связь. Достаточно плеснуть на него мочой или дотронуться до его тела обнаженным половым органом. И все, он человек, лишенный будущего в тюрьме. Даже если в будущем неправота агрессора будет доказана, для обиженного возврата назад в нормальную среду нет. Он навсегда попал в категорию горемык, и место ему по определению рядом с петухами. Хотя одинаковым отношение к ним, по крайней мере со стороны нормальных зэков, разумеется, не будет. Да и такого наказания опустить нет. Такую форму может приобрести только беспредел, что порядочными арестантами, конечно же, пресекается, и очень жестко. На малолетке беспредел явление более распространенное, чем у взрослых арестантов. Наверное, это прямое следствие юного возраста. Серьезный проступок может быть совершен необдуманно, по необъяснимой прихоти, а ожесточенность подростков достигает неожиданной силы. В начале 90-х знаменитая прописка уже начала постепенно отходить. Если на несколько лет раньше прохождение через эту процедуру было обязательным для всех попавших на малолетку, то теперь ее предлагают тем, кто может предоставить возможность вдоволь повеселиться. И то не во всех колониях. Сам смысл этого своеобразного тестирования – проверка смышленности и внутренней собранности новичка. Очень важно, чтобы он не растерялся и сумел правильно отвечать на загадки, а также не уронил собственного достоинства в проводящихся играх. По результатам смотрят и на то, какого отношения он заслуживает. В попытках установить относительно контролируемый порядок в камерах, воспитатели рассаживают среди малолеток взрослых паханов, тоже зэков, по одному на хату. На взросляке таких недолюбливают, справедливо причисляя их к группе хозбанды. Да и сами малолетки относятся к ним с предубеждением, не желая мириться с попытками ограничить их свободу действий. Некоторые малыши вынуждают паханов ломиться, придерживаясь старого закона. Пахан в западло. Другие закрывают глаза на отжившие свое, предписание прошлого. Смотря на вещи, более практично. Будет в хате пахан, будут и сигареты. Курить ведь ему не запретят. Он-то совершеннолетний. Соответственно, и сигареты, попадающие в камеру, отшманываться не будут. Бывает, приходится слышать и уважительные отзывы о сидевших в камерах паханах, даже по прошествии долгого времени. Однако часто приходится слышать и ругань, и даже рассказы об издевательствах, которым подвергались те из них, кто не сумел по-настоящему прижиться в камере. Если отбросить в сторону все чрезмерное и слишком уж глупое, то в законах малолетки можно найти твердое рациональное зерно. Установленные рамки поведения культивируют чувство внутренней собранности и ответственности за сказанные слова и сделанные поступки, прививают привычку к аккуратности. Отсюда же берет свое начало закладка фундамента арестантского мировоззрения, камень, на котором зиждется понятие единства всех порядочных каторжан. То, что позволяет им противостоять вредному влиянию враждебных условий, сохранить и даже укрепить и развить самое ценное достояние духа. Это был канал «Все о тюрьме», ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!